Итак, я купил квартиру в Пике под сдачу в аренду. В этой квартире мы наконец-то сделаем ремонт недорогой, как вы меня все просили. В этом видео мы покрасим вот эти вот пластиковые страшные окна в черный цвет. Они будут очень круто смотреться. Также в этом видео мы покрасим натяжной потолок. Кто-нибудь вообще когда-нибудь это делал? А мы сделаем. В этой квартире я хочу сделать недорогой ремонт, но чтобы он выглядел прям дорого, сочно, чтобы вот зашел и прям вкусненько, чтобы было, но за разумные деньги. Давайте покажу, что тут у нас будет. Это у нас основное помещение, это гостиная. Вообще квартира 88 квадратных метров, а здесь, по-моему, 24 метра в гостиной. Это немного. Сейчас покажу, как будет выглядеть. Вот, если смотрим сюда. Здесь у нас встанет диванчик. Справа встанет вот кухня, но вот эта вот штука, она мешает. Вот эта стена, я вообще не понимаю, зачем ее сюда поставили. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Эту стену мы срезаем и вот эту вот всю плитку всю убираем и продолжаем туда ламинатить. Сейчас покажу, как отсюда будет выглядеть. Так вот. Пау! Окна мы перекрасим, сделаем красивую шторку, жалюзи, будет вообще прям просто пушка. Да, короче, смотрите. Так, ну что, уже, смотри, уже тут потолок сняли, уже пола нет. Тебе нравится? Да. У нас просто дизайн сделала Алена, и она здесь заведует всем. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Нам сейчас нужно будет снести вот эту вот стену. Право первого кирпича будет у Алены. Тебе нужно одеться. Перчатки. Вот, модная каска. Fit его amazing. Очки, кстати, очень важная штука. Ну и самое главное, Аленка, тяжелая. В общем, самое главное, вот она. Смотри, ты когда долбанешь, ты отходи. Сколько она весит? Я ее даже не подниму. Давай попробуем. И все, долби. Миша, у меня нет сил. Воу! Все, Может, сейчас долбанешь? а что я подписалась вообще? Вообще это капец. Давай. Будем считать, что это Аленка снесла. Теперь, наконец-то, время подошло покрасить вот эти вот страшные пластиковые окна. Ненавижу просто их. Почему они плохие? Белые окна, вот видите, на них сколько всяких полосочек, линий, тут вот, ну вот все вот, это все видно, поэтому вот окно выглядит некрасивым. Видите, вот эти все стыки, это же вообще просто трэш. Мы сейчас эти окна покрасим в черный цвет, не совсем прямо черный, это такой темно-серый цвет, он будет казаться черным, но это темно-серый цвет. И он скроет все эти неровности, у нас в итоге будут красивые, прям вот дорого выглядящие окна. На покраску окон мы позвали компанию Colority. Они как раз занимаются покраской оконных рам. Итак, перед началом покраски закрываем оконные откосы защитной пленкой, затем проклеиваем отступ от оконной рамы так, чтобы малярная лента чуть отступала от штапика, а после заклеиваем пленкой стекло. Удаляем герметик между окном и подоконником. В конце мы его снова нанесем, но только уже в цвет окна. Убираем лишнюю грязь и закрываем подоконник. Далее снимаем окно с оконной рамы и заклеиваем внутренние части. Снимаем оконную ручку и фиксируем ее таким образом, чтобы покрасить ее со всех сторон. Обезжириваем и удаляем все лишнее с окрашиваемой поверхности и продуваем сжатым воздухом. Первый слой наносится очень тонким. Затем поверхность немного зашкуривается мелкой наждачной бумагой для лучшего сцепления краски с рамой. И далее уже покрываем краской все белые участки. Даем краске высохнуть, снимаем защитную пленку и возвращаем окно на раму. Покрасить самое маленькое окно у нас вышло 10 тысяч рублей. Среднее окно 20 тысяч рублей, а самое большое в гостиной вышло 25 тысяч рублей.
Окна Да, получились просто крутейшими. Посмотри, на видео будет казаться, что эти окна Черные. черные. Но они не черные, это вот мы сбоку поставим, это такой серый графит. Выглядит прям вот вживую, как будто очень дорогая квартира. Сколько? Что, пройдемся по смете. Мы сделали демонтаж. Демонтаж потолка, стены, демонтаж пола, демонтаж дверей. И это вышло все в 100 тысяч рублей. Копейки. Совершенные копейки. Смету прикреплю, у нас будет активная смета, и вы можете видеть в активном режиме, сколько мы куда потратили. Это для тех просто, кто все время там говорит, сделай ремонт за 500 тысяч рублей. Блядь, тут один демонтаж вышел. 100 тысяч рублей просто демонтаж. Короче говоря, здесь у нас была вот такая вот плитка. Плитка вот эта вот беленькая, с белой затиркой. Затирка здесь обычная. Это однокомпонентная затирка. Белую затирку использовать вообще нельзя, потому что она впитывает все вот это цементное. Ты только, там, не знаю, тряпкой помоешь, все, сразу же все будет видно. Она посереет, она причем будет пятнами. Вот она вот такого цвета реально, а вот она так потемнела здесь. Сейчас, чтобы просто покрасивее стало, на самом деле, вот видите, вот как выглядит здесь просто белая стена глянцевая, и как стало вот это вот, да? Выглядит сильно лучше, когда у нас есть вот эти швы. Мы сейчас все доубираем, всю затирку, и затрем нормальной уже двухкомпонентной затиркой. Итак, мы продолжаем нашу телестроечку. Вы видели когда-нибудь до этого, чтобы кто-то красил натяжные потолки? Зачем это нужно делать? Натяжной потолок, он беленький. И мы сейчас попробуем покрасить потолок так, чтобы он был максимально похож на стены. Это будет создавать более дорогой эффект. Я хочу сделать максимально крутой ремонт за небольшие деньги. Посмотрим, что из этого выйдет. Погнали! Итак, мы сняли вот потолок вот в этой комнате, и вообще в целом только в ней я и хотел покрасить. Но я не очень уверен в результате, поэтому у нас есть финт ушами, погнали туда. У нас есть соседняя комната, она выходит ровно туда же, примерно такой же ширины. И мы сейчас покрасим вот этот потолок и эти стены и посмотрим, как она смотрится. Я вообще первый раз в жизни буду красить натяжной потолок. Это никто, по-моему, никогда в жизни не делал еще. И мы сейчас посмотрим как раз, как это выглядит, насколько это жизнеспособно. Перед началом покраски потолок нужно обезжирить и оклеить стены защитной пленкой. Далее выбираем краску, устойчивую к растяжению, иначе потолок весь потрескается после покраски. Красить обязательно нужно краскопультом и перпендикулярно окну, иначе вы можете увидеть на просвет слои краски. Это будет некрасиво. Красим в один слой, так как краска практически не впитывается в натяжной потолок, и красить второй слой не обязательно. После покраски потолка нельзя сутки открывать окна до полного высыхания, иначе при открытии окна потолок может дополнительно растянуться и деформировать слой краски. Ну вот и все, потолок готов. Так, ну и что? О, цвет прям крутой. Сам натяжной потолок, он был немножко глянцевый, это все-таки пластик. А вот с этой краской он такой матовый, крутой. Мы тут немножко попшикали. Можно посмотреть, как краска работает. Краска сама, она такая немножко резиновая. Она хоть и матовая и ворсистая, она резиновая. То есть она тянется. Вот если мы ее вот здесь натянем, она не трескается, не отваливается, не стирается. Понятно, что ее, если начать пальцем ковырять, она от пластика отклеится. Там не такая жесткая адгезия. Но в целом реально очень рабочий момент. То есть реально можно красить потолки. Единственное, нужно всю технологию соблюсти. И в целом вообще очень даже рабочая схема. Сейчас тогда мы все снимаем и красим стены. И посмотрим вообще, цвет на стенах нам подойдет или нет. Потому что на потолке и на стенах это два разных цвета. Даже если мы одной и той же краской покрасили, на потолке и на стенах смотрится сильно по-разному. Сейчас посмотрим, как выглядит на стенах.
У нас там выкрасы наконец-то вроде готовы. Очень много сейчас сделали. У нас есть одна проблемка. Пойдем. Так как интерьер вообще сделан в одном цвете, это все бежевый интерьер, и там все подгоняется под один цвет. То есть нам сейчас нужно подобрать цвет ЛДСП и ткани там на диванах под этот цвет. Сейчас мы возьмем с собой тканюшку. Там будет буклешечная такая ткань. Вот это. Вот, сейчас посмотрим, какая. Вот это, наверное, скорее всего. Вот он, этот диван. Здесь он, конечно, черного цвета, но мы вот сделаем из такой вот бежевой ткани под цвет стен. Он такой рыхленький, пухленький, очень приятный. Boca Foo Five. Кому надо, я ссылочку внизу оставлю в описании. Вот сейчас поедем, посмотрим, насколько это все мэчится. Я, если честно, задолбался уже туда ездить, потому что это один из, наверное, самых сложных цветов в моей жизни. Там подобрать надо все до оттенка. Потому что когда интерьер и состоит из нескольких цветов, можно немножко провалиться и немножко не тот цвет выбрать. Но когда у тебя все в одном оттенке, в одном цвете, это прям огромная проблема. У меня, походу, нету ключа. Будем Аленку ждать. Площадка, конечно, здесь вообще пушечная. Деда Миша доволен. Ну, пойдем, чего? Нам еще не сделали выкрас под нас. Он не работает. Не работает? Ну что, пойдем пешком. Не, ну это больно. У меня ноги, знаешь, как болят. Приняла? Угу. А Аленка у нас велосипедист. Все. Давай, погнали. Не, 5-й этаж лучше 2-й. О, смотри, божественный цвет. Идеально, согласна. А? Это я тут вчера просто целый день красил. Я куртку одну зафаршмачил, штаны. Сейчас я к вам. Но цвет пушка. Осталось краску сделать такую же. Это, кстати, проблема. Схема следующая. Вот я тут просто наколеровал несколько банок, слил в одну и пытался выкрашивал. Вот сделал специально вот такой вот выкрас на бумажке. Под нее заколируют баночку. Надеюсь, что попадут в цвет, и это все будет нормально. Вот это, кстати, был цвет, который мы изначально хотели добиться. Но когда мы вот этот цвет красим на стену, вот им мы покрасили ту комнату. А она после покраски просто желтая. Здесь это серый цвет, а там желтая. Просто так обои впитывают. Может, было дешевле обои поменять в шрифтах. Так, ну все, мы выкрас забираем с собой, чтобы сделать нормальные банки и цвет. И будем уже красить это помещение. Наконец-то закончили ремонт вот в этой комнате. Там еще чуть-чуть осталось, но более-менее. Здесь мы покрасили стены. Посмотрите, какой крутейший цвет. Просто лапочка вообще. Четко. Умеете. Могете. Очень круто покрасили потолок натяжной. Вот мы покрасили потолок. Он стал очень матовым, просто невероятно круто смотрится. Такой вот прям вот и совсем не глянцевый. Вот это вот потолок натяжной, он матовый, но он все равно немножко блестит. А вот этот крашеный просто невероятно выглядит. Смотрите, как круто. Пойдем сюда. А здесь, вот в этой вот кухне и гостиной, у нас еще пока нет потолка, а потолок подойдет к кухне, поэтому он будет ставиться после кухни. Тут, кстати, будет крутой потолок с теневым швом, прям вот, ну, как надо. Я очень доволен, как мы сделали здесь ремонт. Вот эти вот окна просто, ну, они сделали половину дизайна, потому что выглядит просто очень дорого, круто. Покрасили прям лялечка. Оу май. Стены, получился цвет вообще просто невероятный. Прям вот, ну, все как на картинке. Кстати говоря, кто хочет посмотреть все картинки, как у нас тут все будет выглядеть, я у себя в телеграм-канале оставлю пост со всеми картинками, можете посмотреть. Переходите, ссылочку оставлю в описании. Здесь у нас скоро вот вместо этого мусора встанет диван. Boca Foo Five. Он вот такой вот рыхленький, красивый. Он как арт-объект. Он всю квартиру будет вытаскивать, весь этот интерьер. И вот здесь у нас встанет скоро кухня.
Кухня будет недорогая, до 300 тысяч рублей мы постараемся сделать и показать, как сделать кухню до 300 тысяч рублей, но чтобы она выглядела красиво. Короче говоря, оставайтесь с нами, в следующем видео мы уже полностью все переделаем и будет уже красивая квартира, готовая под сдачу или под продажу. Посмотрим дальше, погнали!